Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы с вами подробно разберем, с какими новыми уловками на немецком авторынке можно столкнуться и каким схемам мошенников нужно быть готовым, чтобы не потерять десятки тысяч евро из своего кармана. Сначала подробный разбор теневого рынка, почему покупка подержанной машины всего с одним ключом, друзья, и сомнительными регистрационными документами может оставить вас и без денег, и без автомобиля. Также мы с вами посчитаем, сколько теряют доверчивые покупатели в Германии, кто чаще всего становится жертвой таких хитрых перекупщиков и почему безопаснее проводить оплату через банк. Следом за этой новостью вас ждут, друзья, громкие изменения о масштабном обмане на экзаменах по вождению. Мы с вами назовем сумму незаконного вознаграждения до 15 тысяч евро. Разберем также схемы с подставными кандидатами и выясним, за что именно нарушителям может грозить уголовная ответственность и длительный запрет на получение водительских прав. Кстати, хочу напомнить, и я вам на прошлой неделе об этом рассказывал, что правительство Фридриха Мерца готовит новую масштабную реформу получения водительских прав, которая должна уменьшить стоимость получения водительского удостоверения. И в финале нашего обзора, внимание, высокий штраф за игнорирование малоизвестной синей вывески в форме ромба, которая может обойтись водителям очень дорого. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, покупка подержанного автомобиля на вторичном рынке Германии сегодня для многих превратилась в такую рискованную сделку, где на кону стоят большие семейные сбережения. С начала этого года полиция сообщает о росте числа случаев мошенничества с автомобилями, который на первый взгляд выглядит абсолютно безупречно. Представьте себе ситуацию. Очень низкая цена, минимальный пробег, хорошая комплектация. Но, друзья, продавец дает вам всего один ключ. Опытный полицейский Юрген Эндрес предупреждает, что за таким привлекательным предложением может скрываться проблемный или даже похищенный автомобиль. То есть в ряде случаев злоумышленники пытаются быстро перепродать транспортное средство, чтобы получить наличные деньги и исчезнуть. Главным здесь тревожным сигналом для вашего кошелька является именно отсутствие второго ключа, поскольку у большинства легальных транспортных средств, напомню, их обычно два. Недобросовестные продавцы нередко обещают выслать недостающий дубликат почты, например, в течение недели, и предлагают доплатить символический остаток в размере от 500 до 1000 евро только после его получения. Иногда на кузове специально демонстрируют, скажем так, небольшие повреждения, друзья, чтобы объяснить существующую скидку в глазах покупателя. Еще одна распространенная уловка сегодня – это рассказы о финансовых трудностях, болезни или других срочных причинах продать машину немедленно. Сейчас я предлагаю, друзья, нам с вами вместе разобрать, кто чаще всего страдает от подобных схем и на какие именно уловки с документами идут злоумышленники. Вторым критически важным этапом безопасной сделки является проверка свидетельства о регистрации. Ведь наличие документов на руках в Германии само по себе еще даже не гарантирует их подлинность. В последние годы правоохранительные органы регулярно предупреждают о случаях использования поддельных документов при продаже автомобиля. То есть преступники могут использовать как качественные, например, те же копии, так и незаконно полученные оригинальные бланки, после чего вносить в них ложные данные об автомобиле. В результате невнимательность нас с вами, как покупателей, рискует потерять свои 15 тысяч евро или даже 20 тысяч евро, приобретая машину с юридическими проблемами. Чтобы защитить личные сбережения и избежать неприятностей после покупки, необходимо внимательно проверить каждую строчку в документах. Обратите внимание на орфографические ошибки в немецких названиях городов и улиц, которые нередко встречаются в подделках. Также сравните штампы и круглой печати ведомств. Размыты, например, те же контуры, неровный шрифт или смещенные элементы могут указывать на сомнительное происхождение документа.
Настоящие же документы изготавливаются по строгим стандартам, поэтому аккуратное оформление является важным признаком подлинности. Если же вы видите, что текст выглядит небрежно или, например, отдельные элементы вызывают вопросы, лучше провести дополнительную проверку. Еще одним тревожным сигналом может стать странное поведение самого продавца непосредственно перед передачей денег. Если в объявлении были фотографии автомобиля возле частного дома в Мюнхене или Гамбурге, а затем продавец внезапно переносит встречу поздно вечером на удаленную парковку или заправку автобана, стоит проявить здесь повышенную осторожность. Потому что недобросовестные продавцы нередко меняют место встречи и стараются минимизировать количество проверок именно со стороны нас с вами, покупателей. Опытные юристы сегодня советуют заранее предложить продавцу совместно проверить автомобиль и документы через официальные базы или обратиться, например, за консультацией в компетентные органы. Добросовестный владелец, как вы понимаете, обычно спокойно относится к такой проверке, тогда как человек с сомнительными намерениями часто начинает искать предлоги отказаться от этой сделки. Ситуация с передачей наличных денег из руки в руки при покупке транспорта в Германии пока остается в серой юридической зоне, как я сказал, но на данный момент строгого законодательного запрета на крупные наличные расчеты пока еще нет. Однако, друзья, финансовый контроль постепенно становится все более сильнее. Я вам буквально пару видео назад детально рассказывал на прошлой неделе, что уже с 2027 года в силу вступает общеевропейский закон. То есть при коммерческих сделках в автохаусах суммы свыше 10 тысяч евро потребуется проводить через банковские счета. И хотя для частных продаж между физическими лицами такие ограничения пока не планируются, передача именно крупных сумм наличными при покупке автомобиля остается серьезным для вас риском для покупателей. В связи с этим эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC подготовили подробные рекомендации по безопасности, которые помогут защитить ваши семейные сбережения от серьезных потерь. Запомните прямо сейчас важное правило. Передавайте деньги только после того, как обе стороны поставили подписи на официальном письменном договоре купли-продажи. Никогда не вносите залоги, брони или предоплаты через интернет, потому что деньги передаются исключительно в обмен на ключи и полный комплект документов. Для окончательного расчета лучше выбирать максимально безопасные общественные места, например, операционные залы крупных банков, где установлены, соответственно, правильно камеры видеонаблюдения и присутствует охрана, что существенно снижает риск мошенничества или ограбления. Большое преимущество официального безналичного перевода заключается и в том, что в банковской выписке остается надежное подтверждение совершенной вами операции. То есть, если позже все-таки выяснится, что с автомобилем возникли какие-либо юридические проблемы, такая выписка может стать важным доказательством вашей доброчестности и подтвердить факт добросовестности и подтвердить факт оплаты. Покупатели, рассчитывающиеся исключительно наличными без расписок и подтверждающих документов, оказываются в более затруднительном положении, поскольку вы сами понимаете, впоследствии доказать какой-либо факт передачи денег бывает намного труднее. В подобных ситуациях автомобиль может быть изъят на время проверки, а восстановление своих прав и возврат средств часто вообще превращается в длительный и долгосрочно непростой процесс. Но это еще, друзья, не все. Эти громкие истории с ворованными машинами меркнут буквально на фоне масштабного скандала вокруг немецких автошкол, где правоохранительные органы все чаще выявляют организованные схемы нелегального получения водительских удостоверений. Сегодня сдать официальный теоретический экзамен в Германии становится все труднее, от курсантов требуют хорошо знать сотни дорожных ситуаций и пройти большое количество практических занятий. Однако часть учеников, не желая тратить месяцы на подготовку, пытается искать незаконные способы обойти всю эту систему.
Статистика вызывает серьезные вопросы. За прошлый год проверяющие органы официально зафиксировали, внимание, рекордные 4239 попыток мошенничества на экзаменах. Официальный эксперт крупнейшей технической ассоциации TÜVSÜD признает, что в стране существуют хорошо организованные группы, помогающие обходить экзаменационные процедуры. За такую возможность незаконно получить водительское удостоверение некоторые кандидаты готовы платить даже огромные суммы, вплоть до 15 тысяч евро за полный комплект услуг и документов. При этом современные нарушители все реже используют примитивные бумажные шпаргалки. Проверяющий специалист по фамилии Кауп рассказал, что на экзаменах все чаще обнаруживают высокотехнологичные устройства, предназначенные для скрытой передачи информации. В арсенале таких посредников встречаются современные гаджеты, которые почти невозможно на самом деле заметить во время обычной проверки. Это миниатюрные камеры могут встраиваться в оправу очков, позволяя передавать изображение экзаменационных вопросов сообщникам за пределами аудитории. Для связи используются малозаметные микронаушники, через которые кандидат получает подсказки в режиме реального времени. В отдельных случаях правоохранители выявили и более запутанные технические решения, включая скрытые так называемые вибросигналы для передачи ответов. Именно поэтому экзаменационные центры постоянно увеличивают контроль и совершенствуют методы проверки. По мнению специалистов, подобные схемы создают дополнительные риски для дорожной безопасности, поскольку на дороге могут попасть водители, которые недостаточно хорошо знают даже правила дорожного движения. Ценник на легальное водительское удостоверение в Германии стремительно превращает его в серьезную статью расхода, поскольку дорожат как сам процесс обучения, так и стоимость незаконных услуг на теневом рынке. Противостояние этих официальных автошкол и организаторов мошеннических схем выходит сегодня на новый уровень, и уже с 2027 года власти Германии планируют внедрить кардинально новые правила проведения экзаменов. Однако, друзья, пока чиновники разрабатывают эти превентивные меры, нарушители продолжают использовать одну из самых дерзких схем, основанную на поиске физических двойников. Да, друзья, вы не ослышались. Сейчас рассматривают громкие дела против организованных групп, которые привлекали людей, внешне очень похожих на реальных кандидатов, для сдачи теоретических экзаменов вместо них. Такие подставные участники использовали поддельные документы и перемещались по разным регионам страны, сдавая несколько компьютерных тестов за день под чужими именами. В феврале в Хайльбруне к уголовной ответственности уже привлекли одного из участников подобной схемы, который, по версии следствия, занимался этим систематически. Однако зафиксированный показатель, как я сказал, в 4239 выявленных случаев мошенничества может отражать лишь ту часть общей картины. Специалисты признают, что современные технические средства становятся все менее видимыми, а методы обхода контроля все более запутанными. Именно поэтому экзаменационные центры вынуждены сегодня постоянно увеличивать меры безопасности и совершенствовать процедуры проверки. Судебная система Германии готовится ответить на этот вызов более строгими мерами ответственности. Организации, занимающиеся вопросами дорожной безопасности, предлагают рассматривать такой организованный обман на экзаменах как серьезно уголовное правонарушение с реальной ответственностью для организаторов. Для самих участников подобных схем последствия также могут оказаться крайне серьезными. То есть, человеку, который попытался получить водительское удостоверение незаконным путем, может грозить аннулирование результатов экзамена, дополнительная проверка пригодности к управлению транспортом через МПУ и другие ограничения, предусмотренные законодательством. Риск здесь действительно, мы с вами должны понимать, очень высокий, можно потерять крупную сумму денег, столкнуться с длительными юридическими последствиями, о которых я только что сказал, и надолго отложить получение водительских прав. А теперь, друзья, внимание!
Громкие судебные разбирательства с фальшивыми экзаменационными двойниками сменяются неожиданными ловушками на европейских скоростных трассах, где банально незнание новых дорожных обозначений может обернуться для немецких автомобилистов серьезными финансовыми потерями. Всем, кто в текущем году планирует отправиться в отпуск или рабочую поездку на машине, например, в соседнюю Францию, необходимо заранее разобраться в значении относительно нового дорожного указателя, который часто вызывает вопросы у иностранных туристов. Игнорирование этого синего квадратного щита со светящимися или, скажем так, нарисованным белым ромбом может повлечь штраф в размере до 135 евро. Контроль уже действует на ключевых транзитных автомагистралях, и полиция регулярно фиксирует подобные нарушения. Финансовая суть этого графического символа заключается в выделении специальных обособленных рядов движения. Данный знак обозначает полосы, зарезервированные для определенной категории транспорта. В первую очередь правило касается именно крайней левой полосы на отдельных участках дороги, которую французские власти выделили для приоритетного проезда экологически чистого и коллективного транспорта. Сюда по правилам могут выезжать только автомобили, в салонах которых находится, внимание, как минимум 2 человека, включая водителя. Также право пользоваться такими полосами предоставляется электромобилям со специальной экологической наклейкой, официальным городским такси и общественному транспорту. Для обычного путешественника, который привык передвигаться по левому ряду в одиночку, здесь скрывается важная особенность. В некоторых дорожных зонах действие этого правила ограничено определенными часами. Конкретный временный интервал, в течение которого водителям запрещено использовать такую полосу без необходимого количества пассажиров, отображается либо на электронном табло, либо указывается на дополнительной дорожной табличке. Например, в таких городах, как Лион, Гренобль или Страсбург, этот дорожный знак уже стал привычной на самом деле частью транспортной инфраструктуры. Поэтому следить за соблюдением этих требований французские ведомства все чаще поручают автоматизированным системам контроля. То есть вы должны понимать, что вдоль дорог устанавливаются современные тепловизионные и радарные камеры. Такие комплексы способны как фиксировать скорость и считывать регистрационные номера, так и определять количество людей в самом автомобиле. Если же система зафиксирует нарушение правил использования выделенной полосы, владельцу транспортного средства может быть назначен штраф, как я сказал, до 135 евро, что соответственно способно увеличить расходы даже во время тщательно спланированной поездки. Выделение таких специальных зон для совместных поездок постепенно меняет всю логику движения по европейским шоссе. Введение этой дорожной разметки направлено именно на снижение загруженности трасс за счет уменьшения числа автомобилей, в которых водитель едет в полном одиночестве. Брюссель и Париж сегодня продвигают эту идею более активно совместного использования транспорта ради экологии и снижения вредных выбросов. Для тех же из вас, кто соблюдает новые правила, французские власти даже обещают более свободное движение по левому ряду и меньше заторов, а нарушители рискуют столкнуться с дополнительными расходами из-за работы автоматических систем фиксации. Введение этого синего щита с белым ромбом еще раз, друзья, показывает, что перед пересечением границы сегодня каждому водителю из Германии важно внимательно изучать локальные дорожные правила страны назначения. Времена, когда по всей Европе действовали полностью, скажем так, единые и простые стандарты, постепенно уходят в прошлое. Игнорирование этого знака может привести к штрафу в размере 135 евро, что является немалой суммой за обычную невнимательность на дороге. Будьте поэтому внимательны в поездках, следите за электронным табло и не занимайте полосы, предназначенные для других категорий транспорта, чтобы избежать тех самых неожиданных штрафов во время отпуска. На этой важной предупреждающей ноте, друзья, наш подробный аналитический выпуск на сегодня полностью завершен. Завтра я снова буду преданно ждать вас здесь же, на нашем канале, со свежей порцией самых честных, глубоких и актуальных новостей о законах, налогах
и ваших деньках в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний живой разбор схем с краденными машинами, особенностей экзаменационных махинаций и дорожных правил во Франции, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и огромное спасибо за просмотр этого видео до самого конца.